Как так получилось, что пила с ним ты, а родила Лобода? Я первый раз в жизни жалею, что я кому-то не дала по яйцам. Руслан Белый видел мой позор! Прямо своей мерзкой этой бородой, губищами, такими вот редкими зубенками делает вот так. И язык не засовывает в рот. Мне так нравится ваше шоу, Ира! Дядя, который сидит рядом со мной, берет и кладет мне руку на ногу. Совсем гадость. Подождите, вот за эту шутку нас могут закрыть? Ир, вы не сможете выложить этот выпуск. Слушай, я сейчас на съемках бара в большом городе. Чего? Не, они не закрылись. Я тебе серьезно говорю, вот снимают, скоро выйдет. Молодой человек, что вы здесь делаете? Вы что? Я же обычный зритель. Я написал свою историю в Инстаграм, и меня позвали на съемку. Здрасте, прошу прощения, я принес вина для зрителей. Куда я могу поставить? Это бесплатно. Та-та-та, на-на-на, снова если снова рядом, та-та-та, на-на-на. Ненавижу. Я надеюсь, песню. Елена Темникова, постойте! Ребята, это новый сезон шоу-бар в большом городе. Меня зовут Ира Чеснокова, я жутко соскучилась. Я хочу вам напомнить, бар в большом городе – это шоу про истории. К нам приходят восхитительнейшие гости и рассказывают свои восхитительнейшие истории. Прямо сейчас я представлю вам этих конфет за баром, чьи истории сегодня мы будем слушать. Человек, собравший Ледовый. Человек, собравший людей в Ледовом. Человек, собравший деньги с людей в Ледовом. Данила Поперечный. Спасибо. Ой, Привет. Я думал, ты про Косякова. А что, ты тоже собирал там? Он монтажником подрабатывает просто. Давай, Человек, собравший что ты на Ледовый, меня да. приготовила. А на тебя что приготовила? Сейчас расскажу. Крымские каникулы. Что там еще? Да. Человек, продавший душу Сарику. Да? Так? Всего 2 раза. По меркам остальных это прям даже не считается. Денисочка, на самом деле ничего страшного я не приготовила. Я действительно очень люблю тебя любовью, любимый. А я люблю прожарку, поэтому как бы херач, если есть чем. Давай. Актер, сценарист, режиссер – это все то, кем стремится стать этот человек. Вот, другое дело. Денис Косяков у нас в гостях. Привет. Привет, Это Анатолий. самая неожиданная компания на вечер, которая у меня была в жизни. Уж, пожалуй. Друзья, ну и наш следующий гость. Если честно, я не знаю, что сказать, потому что... Человек, у которого была отмена в Ледовом, зато я собираю БКЗ. Спасибо за то, что мне не пришлось представлять, потому что я сейчас просто покрылась бы огромной мурашкой, упала бы здесь и не смогла продолжить дальше нашу с вами передачу. Лолита! Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо. Господа, мы с вами сегодня будем не одни. С нами будет ответственный за наше веселье, если вдруг у нас самих что-то пойдет не так. Спирт? Абсолютно точно, только настоящий бармен, в отличие от меня. О, привет. Степан Балабан. Привет, дорогие друзья. Здравствуй. О, Конечно. что это за божественный коктейль? Ребята, Ваше за вас, здоровье! Ура! за встречу, за самую странную, невероятную и потрясающую компанию. За вас. За вас, конечно, тоже. Ура! Дзынь! Любимые? Лолит, на самом деле, видела ли ты сериал? Нет, сериал нет, честно. Каюсь. Снял сериал? Один Нет, из... еще не видела. один из- Обязательно посмотрю пусть передачи. Как называется, расскажи. Он называется «Ничего смешного». Мы сразу как бы символично. в лоб объясняем, что, ну, типа, что я за человек и чего от меня ждать. Но он про творческий кризис, про лже-цели,
И в самом начале мы... Ну, это как бы на моем канале выходит. И я там типа играю себя, но на самом деле это не совсем я. Это образ, ну, типа персонаж с канала, у которого не получается написать ни одной шутки. Он в творческом кризисе. То есть это про меня. Вот. И все. То есть не имеет смысла. Если ты выберешься из кризиса, у тебя закончится, по сути, сериал. Да, это правда. Ну, как тебя закопать туда поглубже? Типа, чтобы... сериал будет такой, я не знаю, как дальше шутить. Всем пока! И все такие, ну да. Классный у него чувак. проблемы, ему надо лечиться. Лола, расскажи, пожалуйста, откуда ты приехал? С монтажа собственного концерта. Расскажи это, потому что уникальный и удивительный концерт. Лолита сделала себе подарок на 55-летие. Да, если не да. ошибаюсь. Ну еще будет 55, я решила вот заранее. Не забегай. Ну, уже можно Всего поаплодировать лишь заранее. месяц остался, да. Расскажи. Вот. Но нет, я придумала такую штуку, которой, прошерстив весь интернет, мне показалось, что такого не было. Но я думаю, что вы найдете и меня поправите. Что-то обязательно летает, от чего ты беременеешь в воздухе. И такую штуку, когда просто надоело нервничать, выходя на сцену, я взяла 60 киловаттов живого звука, классного, качественного, построила сцену в поле и спела концерт. И при этом разные вещи еще случаются между, и причем они происходят совершенно органично, как-то приезд ментов незапланированный. Я видела, там ты видела. быки, У нас которые больше выходят, общего, там, чем я думал. не то слово, Незапланированные правда, менты в вашей жизни? Незапланированные менты периодически. На концертах. Мне так хочется, что все потом будут просить, я буду просить, ребята, вас тоже Подпишитесь, размещать. Да. Если можно, репосты, вам стыдно не будет. Всего 55 минут. У меня нет этой гигантомании. 55 лет? Ну, уже 55 роликов в минут, Инстаграме. 55 лет. 55-го да. числа, Всего правильно? 9, да, 9 песен. Ну, на 9-й день. Нормально, называется. нормально. Да. Ну, вот такая Расскажи, штука. пожалуйста, зачем приезжали менты, что они хотели? Ну, они вообще-то спрашивали разрешение на съемку. Мы поле арендовали. Недорого. Ну, Поле просто нельзя снимать, Надо типа? было... Поле Ну, нельзя снимать. Нет, это поле вообще-то частное. Мы его арендовали. Но поскольку рядом находятся села, им нужно всякие зарабатывать садово-огородные, каким-то образом, они решили. эти самые, да, поселки, они зашли просто спросить, но мы чудно договорились. Ну, Сколько да. стоил ваш договор? Немного, да, директора надо спросить, немного. Да. Ну, чуть-чуть. Это даже меньше, чем просто бухой за рулем. Ну, честно. Мне нравится прескурант Лолиты. Побухать за рулем, выступить в поле. Нормально. Ну, где-то там лучше. А расскажи, пожалуйста, у тебя встречи с полиционерами бывают на какую тему? Ой, ко мне ребята из отдела по борьбе с экстремизмом очень любят ходить на концерты. Мне кажется, им просто нравится репертуар, честно говоря. В прошлом туре они просто приезжали проверять. В этот раз в первом городе я не успел выступить, мы готовимся выходить. Они приезжают сразу же и такие: будет оскорбление чувств верующих? Мой организатор такой: конечно нет, вы что, в этот раз он точно не будет. И такие: ну ладно, нам так-то нравится. И уехали. Я думала, они остались до конца. Они решили, что посмотрят в записи лучше. А к какой шутке больше всего было претензий вообще вот за Что все, оскорбляет? за всю карьеру? Расскажи, пожалуйста. Они сами не понимают, мне кажется, потому что им смешно. Вот. Я не знаю, что... Я думаю, дело просто в том, что есть вот эта аура протестности, которая очень... Ну, никому не понятно, что именно оскорбляет верующих. Когда ты говоришь, что Бога нет... Или, наоборот, говорит, что он есть, он клевый чувак. Не трогай нашего Бога. Вот, да, опять же, говорят. типа, а про какого я Бога говорю? А. Ну вот, я не знаю, это очень скользкая тема. Давай бухать. Да. Вас же еще объединяет скандалище с Милоновичем, нет? Почему? У меня уже дружная... У меня не У вас было был скандал с Милоновым? У меня с ним наоборот, по-моему. Это вот Давай, я заберу пока что. у меня с ним уже достаточно такие хорошие отношения, я бы сказала. Не в смысле там в гости ходить, не пугайтесь. Ну просто я тот человек, который ему сказал, что почему вы за кулисами приличный человек? Почему вы никого не оскорбляете? Вы сидите рядом с геями, и вас не тошнит. И он реально прекрасный человек. Это моя семья. Хорошие люди. Как я могу, как меня может тошнить? А в кадре он совершенно Это мои другой отцы, человек. Но знакомьтесь. при мне он никого не обижает. Я думаю, что... Вот я редко с ним попадаю на съемки. А у вы тебя что скандал? скажете? Какая у вас с ним история? Пошел нахуй. Вот какая у меня с ним история. Он меня хотел посадить в тюрьму. Он не может же. Конечно. Потому что я не сажаю. Нет, но на самом деле... Нет ощущения, что вы с ним выглядите как мать и дочь? Я боюсь, что это я из будущего вернулся в прошлое и пытаюсь исправить какую-то ошибку. Типа есть ощущение, что Милонов — это я из будущего, который такой: он должен сесть в этом году, иначе будет... Иначе у него не будет секса, и он не возненавидит геев. Остановите И его. временной континуум. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты знаешь, у меня такая же фигня по отношению с ТСЖ. Ты знаешь, они меня вот так вот все время долбят, суды, а у меня есть полное ощущение, что в той жизни я пиздила деньги на ЖКХ. Клянусь.
И я явно у старушек забирала последнее. Я воровала на тепле и электричестве. И за это в этой жизни меня просто имеют все. Вот сейчас, пока мы сидим, мне запретили выйти за границу. Серьезно? Почему? Ну, правда, уже сейчас должны вернуть, потому что неправомерно. Отопительный сезон. У вас долги по ЖКХ? Да, на меня подали в суд, пока меня не было. Договорились с почтой, чтобы мне не приходили эти квиточки. Я прокакала весь этот период, когда надо было сказать «нет». Зато Воду отключились, быть нечем уже. Да, а теперь я уже вовремя сказала «нет», но мне уже перекрыли выезд за границу. И теперь я пошла, и пристав сказал, что я не виновата, и мне со вторника должны открыть границу. Я могу узнать, какой долг? Какая сумма долга? 734 тысячи. Неплохо. Ебать батарея здоровая. Вот это, блядь, да. Это не только. Это называется управление домом. Управление. Это не коммунальные платежи. Это не капитальный ремонт? Нет, это не капитальный ремонт. Что вы там натворили на почти лям? Там такие есть крутые люди и жадные. Поэтому, как бы, ну, они депутаты, и они не светятся. Им все устраивает. И сидишь, тебе сделали ремонт в подъезде из говна и пыли. И 2 светильника из Икеи. И потом говорят... 1,5 лимона за ремонт входной секции. А входная секция еще и уменьшилась. Потому что половину продали какому-то ресторану. И ты заходишь в эту херню и говоришь: ребята, я сама делала ремонт, я понимаю, что это не может столько стоить. 1,5 с каждого? Нет, ну типа всего, потом вот посчитай, с чего сложились мы эти 700 тысяч. Там 50 тысяч с меня, там 30 с другого. Сказал, потом еще там, еще чего-то какая-то херня. Вот еще какая-то херня, да, что-то там потекло, красят они все время, что-то красят. Я купила банку краски, покрасила, у меня, блин, от 2000 рублей еще осталось на несколько лет. А они красят и красят. И лампочки, понимаешь, себе... Пиздят и пиздят. Ну, блядь, по-моему, у него просто охуенно здоровая батарея. Вот честное слово. Звучит так, как будто бы... Попробуйте отключить радиоточку. Какая-никакая экономия. Да, я отключила. Ты знаешь, сколько это стоило? 11 рублей, по-моему. Полгода жизни переписки, ну да. чтобы отключить за 16 рублей. Ребята, за ТСЖ пропадение пропадом. Ура! Прошу, начинай. Погнали. Мне никогда гримеры не рисовали кубики на прессе. Эй, красавчик, как так? Ну что значит рисовали? Да. Ну вот так есть. Выделяли тенями. Расскажи, где это было, что за Да съемка? везде. Денис снимался в сериале. «Остров» назывался сериал. Где мы ходили полуголыми. Полуголыми. И хотелось как-то выглядеть хорошо даже после еды, после обеда. И приходилось немножко... Нет, там на так всё пузяки неплохо так было, расчертить, как бы. крестики-нолики надо было. Типа того. Ну как в 300 спартанцах что? Не рисовали, что ли? Ну ладно, Мне кажется, пусть он так думает. Просто грели сетку для овощей, типа на огне, и прикладывали к пузу жирному Дениса. А я думала, в 300 Просто спартанцах. раз и все готово. Я никогда пил с солистом Рамштайн. Я никогда не пил с солистом Рамштайн. Ну, я никогда пил. Я еще не разучилась читать. Ну, это ошибка, видимо. Ну, в принципе, это перевод с немецкого. Лолита, есть ощущение, что вы сейчас бухнете. Я пил. Пил с солист Рамштайн. Я и Тиль пиль. И бил в говно. Потому что Так и не скажешь. виски с колой просто закончились именно вот тем самым хайповым комбинезоном, где я на сцене так это сняла. после было? Это было, мы начали до, а после уже было вообще все равно. И закончилось где-то в 4 утра. Я помню, что мы вот так вот с ним стояли, здесь был переводчик. Вопрос. И мы говорили о высоком. Как так получилось, что пила с ним ты, а родила Лобода? Забеременела Лобода? Да. Я и сама не знаю. В принципе, когда мужик, не знаю, боец, наверное. Все-таки немцы, вот это я, натерлих, вот это все, наверное, у них в природе. Все успел? Или он А отступал может, это в было в какой-то другой момент? день. Я-то была всего 1 день, поэтому Рамштайн был 2. А вот он, когда шот пьет и рот открывает, у него фонарик светит оттуда? Ничего не светило. Немецкие, типа? Да у него на концерте было, когда он пел, и у него шел свет изо рта. И я думал, это просто каждый раз, когда он рад чему-то. Может, ты тогда тоже пил просто? Нет, я боюсь, там батареи сели, потому что окислились. Честно. Ребята, я в что? Духаст. Погнали. Это было на Что это? фестивале «Жара», верно? Это было на жаре, да. Я И- думаю, надо просто довериться и... Да. А он знал, с кем пьет? Да. Он сказал, что я настоящий рок-н-ролл. Особенно после моего вот... После начали до того, как он понял, что я рок-н-ролл. А закончили, когда он вообще просто подарил мне диск, и я теперь езжу с этим диском. Из окон у меня Рамштайн. Неплохо. Ну, за Тиля. За Тиля Ленгерфельда, Ленгермана. Была бы я там лет на 30, и я бы залетел. Это все Да комбинезон и я бы помешал. залетел, чё уж там, если был...
Что уж тут. Давайте продолжим, да? Милая, у нас съемка, давай не сейчас. Слышь, шпион, Смотри, а. ты единственный человек, Джеймс которого я Бонд. увидел, который говорит в часы. Да, я Это тоже жена- никогда не А я видел людей с Apple Watch. Никто ни разу не говорил. А вы Это знаете- будущее, Я на ребята. совещании. Вы знаете вообще супругу Дениса? Это барышня, которая имеет власть над ним такую, что, ну, во-первых, он может по часам с ней Это не связываться. Apple Watch, причем это просто обычная. Электроника, электроника. Эти, которые конфетки, которые Ты грызть где, можно, да? Это барышня, которая не пустила его судить Версус, да? Ну, Он от этого отмазывается. Я видела. даже так. Я видела Ну, слушайте, ресторатора, да, Оксимирона. да. каюсь. Я чертов подкаблучник. Там у нее были эти женские вот эти штуки. Я Какие? после родов лежу, готовлюсь к операции в больнице, а ты уедешь. Вот это Она всё права ваше. совершенно. Да? Да, Ты бы абсолютно. тоже так сделала? Ну, потому что еще не закрылся, нет? Приходи, Ну, закрывай, что, или ресторатор продал что-то там, ресторан. кого-то, Нет. Короче, это фигня, да, все сплетни, я собираю. Закрылся 17:03. Короче, они просто купили соседнее помещение и снесли стенку. Вот все. Хитро. Неплохо. Вот это да. Мы, возможно, там будем делать открытый микрофон наш. Я никогда не просыпался в лыжных ботинках. Что? Ну давай. Короче, это та же самая история, где я проснулся с синей рукой заблеванной, замерзшей. Мое первое серьезное набухалово... Звучит как утро принцессы. Так, Да, ну, мое первое серьезное набухалово, типа с одноклассниками. И первая пьянка до отключки. В плане память выключилась. То есть я с того вечера помню, как мы пришли, это был день рождения нашей одноклассницы, была зима. Мы пришли к ней домой, и там была из взрослых только ее сестра, которая с нами на одной волне, в принципе. Которой было сколько лет? Взрослый, чтобы понимать. с какого возраста? Это умалчивает история. Ну, типа, Ей 17. 14, им Ну, 9. типа, да. Нет, это типа, мы класс, наверное, уже 10-й, что-то такое, может, 9-й. Она, 11-й, условно. И Взрослая Можно баба. доверять. единственное, что я помню из этого вечера, это как мне говорят: Даня, открой шампанское. Я открываю его, разливаю, и я говорю: ну что, за именинницу? Мы чокаемся. И я просыпаюсь у себя в квартире, я жил на тот момент один, ко мне иногда приходила мама. Зима, у меня, короче, открыта дверь балкона, я лежу полностью в одежде, мне намело сугроб, потому что очень холодно, и я прям недалеко от двери балкона. Я лежу, короче, в куртке, у меня синяя рука, которую я не чувствую, и я в лыжных пластмассовых ботинках, а у меня нет лыж. И я такой, типа, да что это, блядь, такое вообще, типа, как... А причем до этой попойки моя мама, она поняла, что будет алкогольный какой-то угар, и она решила меня напугать, видимо, выдуманным фактом. Она сказала: Даня, можно так много выпить алкоголя, что спирт уничтожит часть мозга, люди отпивают себе конечности. И я просыпаюсь, смотрю на синюю руку, такой: все, отпил, пиздец, блядь, ай, у меня нет руки, я ее не чувствую. Я, короче, ее щупаю, я смотрю, пальцы вроде шевелятся, я щупаю, она холодная. Оказывается, моя рвота замерзла в такой себе резервуар, потому что, я, типа, вот так шел. Я, короче, не мог понять 3 года, откуда у меня лыжные ботинки. Вообще не мог. Я позвонил всем, я спросил: я у кого-то спиздил, блядь, ботинки из вас? Что это такое? Все таки: что, ботинки нет? И я испугался, что я их украл по дороге где-то и выкинул их. Прошло 3 года, и я случайно пошел, видимо, тем же маршрутом, каким я шел тогда, когда я был в говнище. И у меня просто лютый флешбэк, как я пьяный в щи иду, подскальзываюсь и просто не могу держать расстояние. А мы начали бухать очень рано, потому что надо быть до 12 дома. Поэтому мы начали бухать типа в 2. Мы решили, что что нам терять. Я шел, когда уже было темно, но еще не очень поздно. Я подскальзывался, я во-первых, пьяный, во-вторых, скользко, я вообще не мог держать равновесие. И я помню мысль, я такой: блин, а вдруг до меня сейчас какое-нибудь пьяное быдло прицепится? А потом такой: стоп, это же я. Сейчас же я. И, короче, смысл в том, что я прошел мимо спортивного магазина, и я подумал: так, мне нужны лыжи. Я буду, типа, большая площадь соприкосновения с землей и палки, и я, короче, буду более устойчивый. Инженер. И мне хватило денег только на сапоги. И я, короче, шел в пластмассовых сапогах со своими обычными ботинками в руках и блевал в рукав себя. Вот.
Такая история. Мой золотой. Гордость. Очаровательно. Гордость школы. Зная Даню, он наверняка этой замерзшей рукой еще и воспользовался, наверное. Да, конечно. Это перчатка Тануса из ваших марвеловских штук. Щелкнул, и половина моих нейронов в голове исчезла из-за спирта. Но очень жалко, что ты выбросил ботинки. Такое предупреждение. Да, мне так обидно было. Потом я такой, блин, они же типа норм. Но засал, что преступление. Эх ты. Ох, что эти девятиклассники. Да. Типичные девятиклассники. Ну что, кто? Прошу. Я должна, да? Видимо, Да, да. по очереди, да. А там одна бумажка осталась. всего. А это нечестно. Меня никогда не хвалила Мирей Матье. Ну вот, блин. Ну уж явно не за лыжные ботинки она Ну, за кого-то. Мирей Матье. Ну тут ничего, правда, почти ничего смешного. Просто как-то Просто получилось похвалить. вообще ничего Так, смешного. молодец. Да. Муж, жди меня. Так, ну расскажи эту историю. Ну, она не смешная, она больше предмет моей гордости. Смешно было только следующее. В Мирей Матье был большой сборный концерт. И так получилось, что Мирей Матье работала до меня. И она работает, и зал встает. Действительно, это потрясающая женщина. Выглядит она точно так же, когда я училась в школе. Смотрела ее по телевизору, потом видела живьем. Ничего не Когда она меняется. выступала у тебя на разогреве, да? Точно так Ничего, же? нет, концерт достаточно длинный, зал встает, ей аплодируют, она выходит несколько раз, а я стою, жду свой выход и понимаю, что ну, это полный дебилизм. После нее выйти, это катастрофа. И она выходит, там еще идут какие-то разговорные моменты, ведущие что-то переставляют, вероятно. И у меня есть время, она выходит, вдруг натыкается на меня, она очень невысокого роста. Я еще на шпильках, она вдруг хватает мои руки, прижимает к себе, потом начинает целовать, начинает Возьмите говорить. за монтаж, пожалуйста. Да, вот сейчас это было как-то вот, причем так, она же после выступления, она еще вот с такими глазами, я вжимаюсь в кулису, я не понимаю, что рядом стоят охранники, мне на минутку становится страшно, я не понимаю, что с человеком. Я вдруг на чисто русском говорю, извините, наверное, вы перепутали, вы меня с кем-то. Вдруг она говорит, ты Лолита. Тут По-русски? я медленно села, и когда пришло мое время выходить на сцену, я вам скажу, это самый худший прием в моей жизни. Это выход на 2 песни. У меня мозги даже, они у меня свихнулись. Не то чтобы, я и так понимала, после нее тяжело. Но здесь ты выходишь, ты чувствуешь себя таким дерьмом, а плюс ко всему ты еще не понимаешь, что с тобой сейчас произошло. У тебя руки чувствуют ее руки. И мне было все равно, что я делаю. И я ровно на 2 хлопка с ожиданием скорее бы вот свалить со сцены. Я думала одинаково вместе со зрителями. Поэтому это для меня не очень веселая история. С одной стороны, конечно, это очень память, круто. а с другой стороны, это худший прием мой в жизни. Неплохо. А меня вот Галкин похвалил. Вот что мне следует он делать чё? информацией? А он тебе руки целовал? Нет, но я не понимаю, как мне относиться к этому. Я даже не... Вот кому-нибудь скажешь, что это, хвостовство или жалоба? Хлопни, братан, это надо. Надо Того хлопнуть. стоит, ну серьезно, Я Галкин хлопнула, похвалил. да, я хлопнула, А да. что он сказал, как я вдохновляюсь? Я вдохновляю Галкина, ебать, что мне делать? Что я делаю не так? Это многое объясняет, кстати, в творчестве Галкина, конечно. Он любит рыжих, это я понял уже. Кто бы мог подумать. Спасибо Музе Галкина за то, что она пришла к нам в шоу. Я хочу сказать, что одним из самых неожиданных отзывов и каких-то комплиментов в мой адрес стал недавний отзыв. Мы очень хотели пригласить одну барышню к нам в гости. И когда мы пытались как-то на нее выйти, позвонили ее директору, он сказал, ну не знаю, ну ладно, может быть, ну хорошо, узнаю. И после он перезвонил и сказал, слушайте, она очень хочет, мы просто дату придумать не можем. Я говорю, в смысле, как она может хотеть? У нас вышло типа 1,5 выпуска. Ну это вообще невероятно. Куда она хочет прийти? Это какое-то вранье. Они такие, она алкашка. Нет, Наверное. к этому идет. Ох, сейчас как тебе будет неловко. Ты что, рассказываешь про мою мать? Типа того, если она пришла. Потому что эта барышня пришла. Я говорю про Лолиту. Я твоя мать. реально Я мать! реально твоя мать.
Реально. Я могла его родить, абсолютно серьезно. Именно поэтому вас позвали сегодня. Сейчас Каира, думаете, зачем я вас собрала? Вот тест ДНК. А ты, Дениска, нет, да, сына. На самом деле, я просто до последнего не верила. Я думала, ну меня путают, я не знаю. Может, про «Однажды в России» она говорит. Может быть, в «Камеди» меня с Демисом перепутала. Может, что-нибудь еще. Ну, мало ли, что угодно, но только не «Бар в большом городе». Она говорит, да, я смотрела. Мы недавно встретились. Да. Я говорю, я вообще, Она говорит, ой, я смотрю, мне очень нравится. Я говорю, да, опять, что-то она смотрит. Ну, Екатерина Андреева, да? С ней меня перепутала. Нет, оказывается, «Бар в большом городе». Это вот настолько меня заставило жить, ликовать. Это говорит о том, что пожилое поколение тоже в тренде, оно сидит в Ютубе. Ой, да, прям. Да. Сейчас молодежь. Служу России. Тряу еще выучи на концертах. Лолита, у вас есть спиннер? Спиннер. Я открутила свой спиннер давным-давно. Бро, я забыла. По мемам прикалываешься? Открутился мой спиннер. Я не могу сказать, что я прикалываюсь. Тусовка кайф, йоу. Крудешься по мемам? Нет, слушайте, а я вообще-то в последнее время начала офигевать. Я как-то влипла в какую-то историю в интернете, включила, и понимаю, что я не понимаю ни одного слова. Вообще ни одного слова. И, конечно, это очень затратная вещь. Оказался инсульт. Кто на тебя? Кто? Да просто турки в комментах боты. Реально. Поэтому по мемам я, конечно, прикалываюсь. Но я сама мем, как некоторые говорят. Это правда, Лолита. Ребят, мы с вами поговорили. За лучший мем в Рутюбе. Тряу. Мы с вами поговорили сейчас про очень трогательные моменты, действительно, про похвалюшество и про самый классный момент, наверное, в жизни, ну, приятный момент. А сейчас я хотела бы узнать у вас про самый дурацкий и отвратительный день вашей жизни. Явно он был, потому что, ну, даже я смогла вспомнить у себя такой. Но я хотела бы начать с себя. Есть история? Да, есть. Давай. Вы высылали Самый анкету дурацкий. перед этим шоу, я провел время, чтобы вспомнить все свои, типа, отвратительные дни, и я закончил этот день в слезах, типа. Я не мог выбрать, что вам рассказать. Так долго, да? Ну, наверное, вещь, которую я чаще всего вспоминаю перед сном и делаю, это... Я начал заниматься стендапом очень странным образом. Обычно как это в нашей стране происходит? Типа, люди приходят на телек, борются там, побеждают в комеди-клабах, комеди-баттлах, и те, кто из них лучший, получает эфиры, бла-бла. Я по другому пути долгое время существовал. Я имел некоторую небольшую популярность в интернете из-за каких-то там смешных видео или там каких-то подкастов. И в какой-то момент я своей уже сформировавшейся аудитории сказал: «Йоу, у меня стендап». И они пришли, им все понравилось. Я вдруг подумал, что я умею шутить. И решил поехать на стендап-фестиваль, который организовал ТНТ, просто посмотреть, что у нас со стендапом в стране происходит, и заодно выступить со своим лучшим материалом. Короче, наверное, в космическом вакууме не так было тихо, как в зале, когда выступал я. И сделал я это, типа, прямо перед лицами самыми известными комиками у нас в стране. Типа, приехали все люди, занимающиеся комедией со всей страны. Вышел я... Петросян даже. Да, конечно, Степаненко. Все. Пара еще тогда. Галкин, да. Да, и вдохновился. Я, видимо, я тоже так хочу, тишина. Короче, я реально вышел и выступил, с лучшим своим на тот момент материалом, как мне казалось. И я зашел в такую лютую тишину, и мне сказали: «Спасибо большое, Данила», и включили музыку. И весь музыки начали аплодировать люди. Да, дарить цветы, типа, какая-то. Нет, я типа... И в этот день я понял, что я лох, оказывается, а не красавчик. И я реально, это... Когда ты лажаешь, когда ты шутишь шутку, и в зале тишина, это такое отвратительное чувство. Вот как, не знаю, как вести шоу на Ютубе, вот такое же. Короче, это очень... Ах ты! Этот момент, из-за него я как раз начал, изучать юмор, что-то там, работать над собой. Но первые, 4 дня я лежал дома, и я я мылся в душе, Руслан Белый видел мой позор! С тех пор я сделал классные выводы. И не выступаю больше не перед хожу Белым. к ним. Вот. Круто.
Но когда ты участвовал в прожарке, у тебя было такое же ощущение, нет? Нет, ну просто отстойно плохо выступить на ТНТ-4, потому что это канал повторов. Да. Помните, как он облажался каждый вторник? Теперь, типа, вы видите это. Ну, нет, ну просто выступил слабее, чем остальные. Это нормально. Тебе кажется слабее? Конечно, потому что любой из комиков, который выступал там, они каждый день выступают. Я технически не могу так делать. Вот. Прожарка, Лол, ты знаешь, что передача? Я прожарку видела, да. Но я видела американский вариант, честно говоря, он мне нравится больше. На ТНТ-4 хорошо сделали. Да? Да. С белым отличная. Неплохо. Там есть прям пара разрывок. Мне понравилось Бузова, честно вам скажу. Да, это вот они белым, сделали. это они же, да, но с белым лучше. Я просто хотела спросить, скажите, там пишут вот эти вот тексты? Потому что у Бузовой все было очень прям круто, профессионально. К тем, кого прожаривают, конечно. То есть им пишут тексты, можно... То есть я могу выглядеть вполне прилично. Да. Конечно. Я приду, главное Лолита, прочитать. приходите, они очень ждут вас. Очки, главное, Серьезно. надейте, чтобы подстрочник был. Не, серьезно. Я Серьезно. хера ж не вижу уже. Серьезно? Хотите туда? А чего нет? Они прям будут рады. Да? Ребята, не благодарите. Гавр, ТНТ-4. Вот, я нашла вам номер прожарку. Очень клевый продукт. Круто. Отлично, наконец-то эта культура приживется у нас. По-моему, туда все пойдут с удовольствием. Ну, вот сейчас да, потому что еще лет 5 назад очень у нас все обидчивые. У нас, да, какие-то. нельзя же смеяться над собой. Мне никто не Такие предлагал все 5 лет обидчивые. назад, я бы уже и 5 лет назад А потому что после тебя бы закончилось все. Лолита, а кто дальше? Не, да ну вас, так, не, мы не пойдем. Сейчас, можно я у директора спрошу? Да. Эдик, самый дурацкий день, ты можешь вспомнить? Про Израиль! С попом. Заходи, Эдик, в кадр. Так, с попом я в деле. Давай. Рассказывай. Мне интересно. Но я могу сказать, Эдик, что можно? я думаю, что армянская церковь, которая к этому причастна, никак нас не привлечет за чувство верующих. Значит, ничего омерзительнее в моей жизни. Я не видел, Это не я сказала, чуваки. Хотя я давно там не была на гастролях. Могу сказать, Подождите, вот эту шутку нас могут закрыть за оскорбление? А нечего, подождите. Все будет хорошо, Ира. Вообще-то речь идет об Иерусалиме. Так, все, ребята, Поэтому ничего смешного, речь про Иерусалим. Там ключи у армянской церкви. Они, Да. по-моему, открывают, да? Сторожат. Да. Тот же самый гроб Господень находится в руках армянской церкви. Да. Они продают свечки, они дико обижаются, если ты не купил свечку перед гробом. Причем это настолько по-хамски выглядит, что просто ты уже не хочешь ничего. И принципиально хочешь не покупать эту свечку. И там очередь идет такая практически спиралью. Это была зима, ничего на мне... Ну, не почти, они думают, что вверх. Ничего на мне вызывающего не было. Сейчас скажу, это очень важная деталь, чтобы вы поняли, что произошло. Ну, шла в церковь, действительно. Я в пришла платке, с семьей. в чем-то, Мама, да. ребенок, мамин муж, мой муж. И мы пришли, естественно, у гроба Господнего. Значит, тут поставить свечку, каждая своем, подумать. И выпускают, он же очень маленький, этот гроб Господень, выпускают людей, и священник в длинном таком, как называется у них правильно? Платье, Да. платье. В длинном платье с очень редкой бородой, прямо омерзительной бородой. Такая редкая, такая противная. Это потом уже я поняла. А так, думаю, худощавый мужик, который вот так ласково берет меня за руку и показывает, постойте, должны люди выйти. Он меня держит за руку, я думаю, как хорошо, это практически Божье благословение. Дальше все выходят из гроба, он заходит со мной, потом остальным делает вот так. Я не обращаю внимания, поскольку пространство маленькое. Он меня разворачивает резко. Я вам клянусь, ребят, и очень прямо своей мерзкой этой бородой, губищами, вот такими вот редкими зубенками делает вот так. И язык мне засовывает в рот. А его рука ложится ко мне назад. При этом я в зимней куртке. Не то, чтобы я оскорбляла чувство верующих, знаете, зашла в коротком платье, в лосинах, в чем-то, что могло, и вообще-то, твою мать, не было за 50. Я не думала, что меня еще как-то, кроме мужа, кто-то должен хотеть. И потом он-то срывает бороду такой, узнала, а там цикала. Да? Такая тема, нет? Нет! Ах ты! И он, знаешь, он высокий, он чуть понятно. выше меня, Еще один худой, и он омерзительный. Прямо такой, реально я засосал. клянусь тебе. Может, это причастие какое-то было? Вкуси плоть Бога, ма! Я просто в этом плохо разбираюсь, но вдруг. И он, ты знаешь, он меня прижал, помещение очень маленькое, к стенке. Я, при том, что я не робкого десятка, я первый раз в жизни жалею, что я кому-то не дала по яйцам.
Вот просто у меня были все шансы. Ну не Пасха ведь была. Да. Блин, как я тебя люблю. Стой, ну получается... Послушай, это еще не все. И Заходит моя семья. И он отошел. Видел, у меня кроме омерзения ничего. Я вжалась в стенку. После этого он дал просто вот так, как будто ничего не произошло. Взмах рукой, и пошли мои родственники, пошли другие люди. Моя мама меня не заметила, и мой муж тоже. У меня было белое лицо. Я коленом упиралась в гроб Господень и спиной в стенку. Да, я ничего эротичнее не испытывала в этой жизни. И скажу вам, 15 минут я не разговаривала после. Потом выяснилось, что это достаточно распространенная история, что надо было вызывать полицию. Что он вообще не батюшка? Нет, это он батюшка. И надо было вызывать полицию, которая служит там, непосредственно вот в храме Господнем. И это традиционная забава некоторых священников. Поэтому это все происходит. Но я так растерялась, что я не вызвала. Но я единственное дала слово, что я больше не поощряю туристический бизнес и туда не хожу. У меня все напрямую. Вот он видит, что напрямую гораздо А что бы сделала полиция? Типа, какие? Я не знаю, пожурили бы его? Нет, ну что-то там применяют. Сказали, а что ты с нее денег за это не взял? Это тоже услуга. Применяют меры, действительно, могут и сана лишить. Это за здравие или за упокой было вот это действие сейчас? Вот я спросила про самый худший день моей жизни. Это вот я вспомнила это. Отвели, это. сказали, ты что, и свечку не продал? И это, да, к сожалению. Но я больше не хожу. Еще на прощание так вот перекрестил. Как типа, да. Сердечко. Ничего омерзительнее, правда. Да, вот, мужики, вы будете в следующей жизни бабами, вы поймете, что. Нет, вообще незавидная история. А вы будете. А кто-то может быть и в этой. Что такого? Ребят, ну, так, давайте невзначай перейдем. Что вас связывает, да, с попом? Язык армянского священника. Кстати, на самом деле, вот я не могу вспомнить худший день моей жизни, но про церковь тоже есть история. Мне так нравится ваше шоу, да. Я как в своей тарелке себя чувствую. Прям, хорошо. Ну, давайте. У меня мама и папа очень странно приучали ребенка к своим любимым делам. Папа любит рыбалку, мама любит церковь. Мама и папа? Твои? Что? Мои, конечно. Ребенка тебя? Да. Меня папа один раз сводил на рыбалку, после чего я возненавидел рыбалку на всю жизнь. А мама однажды сводила в церковь, после чего вот, не произноси это. Ты любишь рыбалку больше, да? Вот так скажем. Да, я рыбалку люблю больше. Это была худшая ночь в моей жизни. Мне 12 лет, мама повела меня на церковь в крестный ход, веселье. Я в этой церкви, в этой битком, там эта служба, не самое веселое действие. Я уже и посидел, и постоял. И уже, мам, пошли. Нет, ты что, тут праздник. История как бы не веселая, просто нечего больше рассказать. Ир, вы не сможете выложить этот выпуск? Слишком много церкви? Слишком много косяков, что? Почему не сможем выложить? Я 2 часа умолял маму уйти из церкви. О, это можно в тизер пускать. В итоге она сказала хорошо. Я на радостях ломанулся из церкви, крестный ход, там же толпа, и потерялся в толпе. И в итоге я всю ночь ждал, пока все это закончится, чтобы дождаться, пока все люди ушли. Мама тоже вышла, нашла меня одинокого брошенного мальчика. Вот с тех пор я все это не люблю. Я туда не хожу ни ногой. А в чем веселье истории? Веселье в том, что все еще не было армянского языка во рту у тебя, ни одного. И то плюс. Ура, ребят! Но я хочу уточнить. Это, сейчас не то, чтобы сейчас у нас какое-то религиозное шоу вдруг стало, но вот такой факт. То есть можно не любить церковь, можно любить институт, можно не любить здание, но отношение к религии от этого меняется или нет? Ты хочешь как-то спасти свое шоу? Не спасешь. Я ничего хорошего тебе по этому поводу не скажу. Нет, просто я удивилась после истории Лолы, после того, как я услышала, я просто обалдела. Ну, то есть это настолько, тошнотная, ужасная история. Для меня в данном случае, я абсолютно точно верю в Бога, но я верю напрямую. Да, без посредников. Я честно, без посредников, я не люблю институт экономики между ним. И я тоже не понимаю, зачем. Если мне нужно посмотреть исторический памятник, потрясающую роспись, я не отношу это к церковным принадлежностям. Для меня это предмет искусства. Поэтому я, если хочу купить свечку, и мне психологически это надо, я дома ее зажгу. И если мне надо, я с ним поговорю напрямую, и он мне врежет напрямую, без посредников. Захочу пососаться с армянином, поеду на рынок. Фу. Что, вы осуждаете любовь с армянами? Ребята! Оскорбление, да. Религия! По национальному признаку. Обожаю армян, я не понимаю, что они несут. Нет, да, я давно не была на гастролях, видно, не буду вообще. Вы как верующие загадываете желание. Между двумя сидите как бы. Ребят, милые, не знаю, как выгребать из этой ситуации. Спасибо Лолите, вдохновила меня на историю, я вспомнил ее.
Причем история, которая стала чудовищной только в прошествии многих лет, потому что я понял, что, блядь, произошло. Я был прям ребенком маленьким, я пошел в кинотеатр. Чтобы вы понимали, насколько давно это было, в кинотеатре шел мультик «Котенок по имени Гав». Советский, вот настолько старый. Прикинь, настолько давно это было. Слушайте, нахрен лет IMAX? Типа того, кинотеатр «Эра» в Зеленограде. Я, значит, сел в зал, смотрю мультик, вдруг дядя, который сидит рядом со мной, берет и кладет мне руку на ногу. Маленькому ребенку в шортиках. И я такой думаю, какой трусливый дядя, испугался мультика. Мой зайчик! Мой зайчик, господи! Ну, я как бы досмотрел, он тоже досмотрел, он ушел. Ничего такого не произошло, насколько я помню. Стой! Что? Стой! Твой дядя, не какой-то дядя. Нет, я не знаю этого дядю. Какой-то дядя. Я очень надеюсь, что это был не мой Просто дядя. Просто когда ты говоришь дядя, это... Если это был мой дядя, то это прям совсем гадость. Родственная связь? Нет, это был какой-то дядя. Это другой мультик. Вы все перепутали. Давай бояться вместе. У меня на даче, да? Типа такая фигня? Вот, все. Вот такие вот у нас с Лалиной истории. Да. Милые мои, я не знаю, как вас обнять и поцеловать. Что, комедийное шоу? Растление попом и насилие от мужчин. Педофилия. Я не знаю, чем дядя занимался. Может быть, у нас схожие истории. Денис, спасибо тебе за историю. Сейчас гораздо легче продолжить шоу. Гораздо легче. Ну, смотрите, я улыбаюсь, я нормальный человек. Меня это не сломило. Ну, как сказать? У него нет психологической травмы. Ребят, спасибо вам за ваш самый дерьмовый день. Рассказывать про мой не имеет смысла, потому что это будет типа... Мы сегодня тебе его устроили. Спасибо вам. И на этом хотя бы такая история у меня появилась. Друзья, давайте перейдем к нашей следующей рубрике. Она называется «Город грехов». У каждого по 2 конверта. В каждом из этих конвертов есть факт о вас. В одном правдивый, в другом полная чушь. Что бы вы... Пока что не открывайте, не смотрите. Что бы вы не выбрали, какой бы конверт вам не достался, задача – обмануть присутствующих. Вы читаете один факт, и мы можем в течение минуты задавать вам вопросы относительно этого факта о вас. После минуты мы должны будем сделать вывод, правда это или ложь. Давайте, с кого начнем? С тебя? Да что ж такое? Почему с Косякова никогда не начинаю? Давайте с Косякова. Первый или второй конверт какой? Тогда первый. У меня мало историй. Озвучьте. Понятно. Хорошо. Однажды я писал рядом с Якубовичем. У нас есть минута, чтобы задать вопрос. Минута пошла. Где это произошло? В Останкино. Что это был за проект? Это был у него, не знаю, а я ходил на вот эти вот дурацкие с Первого канала, где радостные люди говорят херню. Поле чудес. По очереди. Нет, другая. Там их много. Вопрос от Лолиты. Ну, ты подсматривал? Я клянусь, я не хотел. Не то, чтобы он это делал на показ, просто не было такого, что я прям не мог отвести взгляда. Просто это попало в периферию, и это не самое лучшее воспоминание в моей жизни. Скажи, пожалуйста, там тоже усы? Нет, ну я не настолько хорошо разглядел. Хотя... Нет, серьезно, во что он был одет? Во что он был одет? В серое. В серый костюм. Минута. Все, время. Скучный Якубович, безусый. Время. Теперь наша задача сделать выводы относительно этой истории. Правда это или ложь? В теории писать в Останкино рядом с Якубовичем не такая уж и... Даже я могу это делать, мне кажется, знаю Якубовича. Жалко, вы не услышали всю историю, ну да ладно. Но я просто не помню. Я однажды случайно попала в мужской туалет в Останкино, перепутала. И я не помню там писсуаров. И Якубовича не было, как-то не клеится, Дениска. А кто же полотенце подавал не тогда? видела. Ну что, как вы думаете, правда это или ложь? Ну, это очень реалистичная история, потому что в ней ничего такого. Потому что я ее не рассказал, но не важно. Но с другой стороны, он типа накидывает, может быть, я бы рассказал. Я думаю, что это ложь. Так. Ну, я думаю тогда, что это правда. Ну, средний он актер. Давайте признаем. Давай своими именами. Я думаю, что это правда. Это ложь. Да ладно! Так а чего? Ну что это за история? Писал с Якубовичем, что там за глупость? писсуаров нет. Вот все правильно, там кабинки. Поэтому подсматривать нельзя. А зачем ж тогда? Знакова, твоя очередь. Я моя. Ну, вот так идем. У Вуди Аллена есть моя визитка. Откуда? Ваши вопросы, минута. Откуда? Я дала ее ему.
Он тебя клеил? Нет, нет. Где вы с ним пересеклись? Я была в Нью-Йорке. Мы пересеклись с ним в отеле. Тогда он ее клеил. У него в номере? Нет, уже на ресепшн. Ты была у него в номере, то есть? Это относится ли к делу? Да, мне просто интересно. Нет, я не была у него в номере. Сколько тебе было лет? Это было в прошлом Знаю году. Вуди Аллена. Это было в прошлом году осенью. У тебя есть англоязычные визитки, или ты дала русскую? Там она универсальная. Он воспользовался ей? Он воспользовался тобой. Там еще не время. Он не воспользовался визиткой, он не позвонил еще пока. Зачем ты дала ему визитку? Чтобы позвонил. С какой целью? Время. Ребята, ваши выводы. Нет, не было такого. Универсальная визитка. Пиздишь, Чеснокова. Это как было по-английски. Ирина Чеснокова написано. 8-9-5. Да, и там типа, если у тебя МТС Вуди Аллен, звони по этому номеру. Если Билайн, вот этот. Да, вы считаете... Я считаю, что вы припизнули, мадам. Есть Допустим, вы подозрение. такую формулировку, Лола. А я как женщина хочу верить, что он клеит наших. Так. Так, что ты скажешь? Я же сказал, что сразу нет. Нет. Неправда. Господа, это правда? Ах ты жопа! Нет. Расскажи, что за дела? Я расскажу вам эту историю. Я была в Нью-Йорке в прошлом году. Вау, Я можешь себе позволить. Да, звоню Вуди Аллену, говорю, где ты живешь, я к тебе заеду. Нет, передам визитку, прикинь. Я знала, что он иногда играет в каком-то отеле на кларнете. Я пришла, заняла очередь, я думала, типа, я буду единственная. Нет, я была уже 6-я. Нам сказали, сорян, мест нет. Ну, может быть, если будут за баром. За баром было ровно 6 мест. Я жду. Вуди Аллен придет играть сейчас. Тут распахиваются двери, и входит такой маленький старикашечка и садится от меня на расстоянии, ну вот, этой пепельницы. Буквально садится и начинает тихонечко... На колени тебе. Да, прочищать кларнет свой вот этот вот, дуть. Все эти ручки плохонько, в очочках сидит. Выходит на сцену и начинает очень плохо играть на кларнете. Очень плохо. Просто катастрофически. Там какая-то группа, которая... Вообще мимо. Вообще. И он уснул. Я клянусь, он сидел на сцене и он уснул. Так, примерно. То есть там ребята что-то стараются, играют, получают... И ты ему визитку так в кларнет, да? Типа, раз. Вот так ручкой ему. Чеснокова, раз. На самом деле, потом, когда мы уже расходились, у меня была с собой заранее приобретенная в аэропорту шоколадка Аленка. Я написала на ней Вуди Аленка. Вуди Аленка. Взяла свою визитку. Взяла визитку и написала на ней In case of any problems with this chocolate, call me. Проблем у него с ней не было. Отлично. А какую Вот ты я вложила это предполагала? Ты ведь клеилась к нему. Да. Какая у Вуди Аллена может возникнуть проблема с шоколадом? Там было написано Кроме «Эктрис». пищеварительной. На визитке написано «Эктрис» Ирина Чеснокова. Вот оно что. Алло. Конечно, клеилась. Понятно. Вот такая была история. У него есть визитка. Неплохо. Бам-бам. Я снял девчонку в стрип-клубе и устроил с ней перестрелку. Давайте по очереди минута. Чем ты мог устроить с ней перестрелку? Лазертэг. Что такое лазертэг? Это когда с лазерными автоматами бегаешь. Детская Где это было? Москва. Какой торговый центр? Этого я не Это помню. стриптиз-клуб. По очереди, где лазертаг в стриптиз-клубе. она... Как ее звали? Я не знаю. У них только никнеймы. Кажется, Кристина. Вы поехали из стрип-клуба играть в лазертэг? Куда? Да, мы Где это поехали было из хотя бы? стрип-клуба играть в какой-то торговый центр в лазертэг. Это я ему дал подсказку. Что? Ты пытался обратить ее, поставить ее на путь истины? Нам не хватало одного члена команды, и мы решили, что шлюха отлично подойдет. Секундочку, это стриптиз-клуб, не факт, что она шлюха. Прошу прощения. Ну, скорее всего, ладно, будем шлюха из честны. стриптиз-клуба. Во что она была одета? Какой у нее был костюм В кролика? бегающий жилет, Ира. А в чьей команде она была?
Кто еще с вами был, точнее? Блогеры, Усачев, вся наша компания была, и мы... И она была у кого? И она была... Она была с кем? Она была против меня. Я боролся с стриптизершей. Время. Она пилон захватила с собой? Пронесла. Да. Ой, Зена. Метала его как... Время делать ставки, господа. Что вы думаете? Когда он начал говорить про Кристину, я понял, что он врет. Он мог не вспомнить сразу. Да нет, у него просто сейчас девушка, у ему них не собака. нужно было вспоминать. Это не обязательно вспоминать сразу. Да. Это сразу палево. Своих бывших. Да не, он просто для того, чтобы добавить больше деталей в свою ложь, вплел ее имя. Типа, я помню. Это ложь. Вики Кристина, Барселона. Что ты думаешь? Палево. Скажу нет, ради девушки. Ты тоже говоришь, что вранье? Нет, вранье, конечно. Давайте я скажу, что правда. Просто, чтобы было интереснее. И ты, черт возьми, права. Это настоящая история. Блин. Ах ты! Короче, нам правда не хватало игрока, а перед этим так сложилось, что мы проводили время в стрип-клубе. И мы решили узнать, сколько Какое время было, да. Сколько будет стоить, если нам вдруг нужна девушка с нами. На самом деле, в стрип-клубе работала наша знакомая, и мы такие поехали с нами играть в лазертэг. Мама. Это не ты сказал. Мама Дениса. Мам Дениса, да. Вот. И она сказала, я могу с вами поехать, но меня по правилам местного заведения надо выкупить. Да. И мы потратили офигительное количество Сколько она бабок. стоила? Блин, мы нормально так опустошили. Я не помню. Миша, ты помнишь, сколько бабла было снято? С твоей карточки. Я не участвовал в этой. Что? Да. Так, давай-ка не отмазывайся. Я помню, как ты припоминал Руслану, как много денег мы спустили. Подожди, где это было? Мы снимали тогда бабки с автомата, ходили, типа... В городе. Это в Москве было. Может, ты меня в Сочи вписываешь? Это... А еще что-то в Ты чё, Сочи было? человек? Это Очень. другой турнир. Короче, смысл, что-то из разряда, меньше 100, но больше 40 точно. Что-то такое. Долларов. Шлюху в лазертаг за 40 тысяч. Она не шлюха, она стриптизерша. Кристина. Да, это Кристина. Я вспомнил. Она так играла. Знакомая. Да. Она хотя бы победила или она еще мимо там Я промазала? правда не помню, какой был результат. Мы просто бегали такие, какая глупость. Типа, мы получали удовольствие от самого факта Какая происходящего. дорогая глупость. Да, это правда. Она была в костюме в том, в котором... Конечно, в жилете, в мигающем. Нет, я имею в виду под ним, она была... В трусишках? В стрингах. Эту историю умалчивает. Ведь мне надо потом ехать домой. Да. Я ездила на машине Микки Рурка на могилу Аль Капоне. В каком городе это было? Подожди секунду, Чикаго. дай усвоить. Время, да, на Чикаго. вопросы. Чикаго, да? В каком городе? Когда это было? Давно. Примерно хотя бы. Лет 15 назад. Как ты завладела машиной Микки Рурка? Я не завладел. Не, я не могла завладеть. Ездил один чувак бухой в жопу. Это был его приятель. У меня был концерт. После концерта я познакомилась с чуваком. И мы посидели. Мы хорошо посидели. У него был кабриолет. Он сказал, что это машина Микки Рурка. Потом я ее действительно видела. То есть Микки Рурк где-то на ней снимался. И реально есть, это его машина. И что-то слово за слово. Самолет у меня в 6 утра. И я сказала, что что-то вот Чикаго, в этот флер, перестрелки. Он говорит, хочешь, я тебе покажу, где могила Аль Капоне? И мы поехали. Вы пересекались с Микки Рурком? Нет. А с Аль Капоне? С Аль Капоне, да. Как звали этого Да, парня, с Аль который Капоне, вез вас? не помню. Время. Вот убей меня, не помню чувака. Могила Аль Капоне, это, да, Господа, я с ним время. Время. перелезла через забор. Лолита очень много Время делать ставки и время... информации выдала нам. Давайте, ваше предположение. Денис, что ты думаешь, правда это или вранье? Ладно, я поверю в этот раз. А то я уже 2 раза не верил и Черт облажался. побери. Черт побери, Аль Капоне, Микки Рурк. Она не смотрит в Похоже, глаза. конечно, на ложь. Похоже на ложь. Но я скажу, Похоже что на правда. просто знатный бред. Скажу, что это правда. Я думаю, чушь. Меня смущает деталь, которая была сказана в конце, что вы перелезали через забор. То есть могила Микки Рурка огорожена. Какая оградка? Ой, Какая оградка? Там же эти... Я уже забегаю вперед. Точно, там же нет оградок. Там же поле с этими надгробиями. Да. Это ложь. Ах ты как. А я думаю, что это правда тогда. Нет, сейчас подожди. Но, мне кажется, замес такой бредовый, что придумывать его ради
ради фана это очень странно. Типа, вряд ли кто-то из вас бы такой, пожалуй, придумаем Лолите такую историю. Да не, легко. Ну, все бывает, грибы же есть и прочее. Тоже верно. Ребят, надо делать вывод. Определись, Денис. Ну, а тут же не, там же не перелезть. Там, нет, это ложь. Я по-прежнему Это считаю, ложь. что это ложь. А я думаю, что это правда. Лолита. Это правда. Клево. Ну, не будем Правда. просить ее Клево. рассказать, и так все понятно. Клево. Расскажи, Да, это что очень, это? эта история, правда, смешная, потому что вообще нас было трое. Трое, потому что после концерта пришел еще один чувак, который по каким-то политическим соображениям, это где-то приблизительно 2001 год, являясь политическим преследователем, Преследуемым. преследуемым, да, блин, не надо было наливать это сладкое. Вот. Он убежал из Беларуси. И вот этот чувак, и второй, я познакомился, они меня после концерта подождали. Он мне говорит, ну, это такой город с такой историей. Я говорю, а где вот тут Аль Капоне? Он говорит, кладбище, это очень далеко. Я говорю, поехали. И мы поехали. Час где-то мы ехали, но самое интересное, что надо было ехать через ужасный район. Это район, где живут, как сейчас толерантно надо говорить, афроамериканцы. Но там просто... наши кубинцы, там так скажем. просто, нет, там жуть, там люди, которые могут застрелить, и там заправки, они все огорожены стеклами пуленепробиваемыми. А поскольку пели мы, правда, хорошо, без дураков, и за рулем, и когда мы въехали на эту зону, надо сказать, что эти люди, они просто очень удивлялись. Ну, белые трое в кабриолете, пьяные, и один еще захотел пописать, и пописал на вот эту бензоколонку, причем глядя практически в это непробиваемое стекло, женщине, которая стояла и понимала, что, в общем, туда ходят, а бензин никто не покупает. Когда мы подъехали к кладбищу, естественно, оно было закрыто. Но надо сказать, что могила Аль Капоне не так далеко находится, ее практически видно. Когда я начала лезть, и меня еще подсадили. Мимо проехала полицейская машина, которая остановилась, посмотрела и проехала дальше. Такая, что это Лолита делает? Ты понимаешь? Это настолько безнаказанно, но когда мы были уже в абсолютно трезвом состоянии, прошла неделя, и мы на тот момент еще созвонились, ребята проконсультировали, сказали, что, в принципе, для нас это не просто плохо могло закончиться. Нас бы где-нибудь там же и похоронили, вот там же где-нибудь забетонировали, и никто бы даже из полиции в этот район не ездит. Вас не смутила фраза «когда мы были абсолютно трезвые, прошла неделя». Ну, я улетела. Типа этот трип, я улетела, да, и мы абсолютно трезвые созвонились и поняли, что мы могли лишиться жизни. Но я вам скажу, что это приключение, я о нем долго вспомнила. А сейчас как-то так уже флёр этот пропал, сейчас просто уже немножко страшно, я бы уже этого не сделала. Это начало анекдота. Приходит как-то американец, белорус и Лолита на могилу Аль Капоне. Это очень круто, спасибо тебе за это. Дамы и господа, вот и свершилось. Второй сезон шоу-бара в большом городе запущен. Мы снова с вами. Теперь каждую неделю ждите нас. Это еще не все, это еще не все гостинцы и подарки. Мы же не просто так пригласили Лолиту. Он еще петь будет. Вы че? Алло. Vamos! Хочу это снять. Спасибо, моя золотая. Я стесняюсь. Ой. Правда. Она волнуется перед каждым выступлением. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаем батики. Это мой последний день на Титанике. Я схожу на берега. Слова забыла сама. Я сегодня верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова. Чьи-то нежные глаза, а по факту в которых лишь пустота. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела выше далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам. И погнали! Нет, не надо слов, нет? Не надо паники, нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю пачки. Это мой последний день
в акробатике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаем пантики. Это мой последний день на Титанике. Это была бомба! Ой, то есть это была Лолита! Это был Данила Поперечный! Это был Денис Костяков! Это была Кирчендаковый ход команды оркестра! Спасибо вам! Вот в большом городе с вами! Мы вернутся! Кайф! Хорошо! На Титанике! На Титанике! А вы так и не научились заканчивать! На Титанике! Классно! Да! Даня! Да! Очень приятно. Мне тоже, правда. Я настоящий поклонник, правда. Спасибо большое. И еще искренне переживаю, когда они начинают обсырать. Для меня кошмар. Так круто не звучало даже в караоке.